Послушайте, это же удивительно получать такие фрагменты в рисунке. Потрясающе. Вот такие фрагменты в рисунке. Вот такие. И практически из ничего. Практически за очень короткое время. Вот такие элементы экспрессии. Я не думал недели две назад, может быть месяц, что я способен на такую историю. А что же переключилось? Немножко переключилось. И это же огромный формат. Это 2 формата А3 с такой потрясающей детализацией, с такой потрясающей экспрессией, с такими тонкими тоновыми разводами и с такой интенсивной конкретикой. Вот так все это выглядит. Почему это так? И как это может складываться? Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и здесь на моем канале я рассказываю про самые симпатичные и эффективные способы быстрого рисования скетчинга, проектного рисунка, графики, которые пригодны для ландшафта, для архитектуры и для разных творческих историй. Вот это все разворачивается в такой структуре, когда вам нужно нарисовать быстро, просто, симпатично, без ухода в какую-то художественную историю. У меня именно такая история, потому что у меня проектная графика. Я должен рисовать эскизы так, чтобы другому человеку понравилось. У меня есть идея, я должен ее быстро положить на лист, и за этим всем стоит большая итальянская история. Ну, потому что я занимаюсь очень много проектированием, и это все европейский контекст, и много живу в Италии, и практикую. И преподаю в Санкт-Петербургском государственном техническом университете в Петербурге. И вот эта вот вся история, она вышла из моей практической истории. В общем, вот. А сегодня я проговариваю такую интересную штуку, потому что изучаю много вот этого всего контекста, я выбираю наиболее эффективные интересные штуки. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и смотрите в описании к видео ссылки на мои платные курсы. Там самая крутая инфа. А вот посмотрите на этот свеженький рисунок по сравнению с моей головой. Вот такая большая-большая-большая любопытная история. Тык-дык, тык-дык. И она сильно бьется вот с этой большой интересной историей. Это все большие форматы. И вот сюда я прихожу с историей рисования углем. И, в общем, что я предлагаю сделать? Я предлагаю вам посмотреть на то, из чего складывается это изображение. Я сам балдею на этом моменте. Сам балдею на этом моменте и хочу, чтобы он стал для меня легкий, простой и быстрый. На то, как хорошо и убедительно работает, делая объем, странный инструмент уголь. Зачем мне вообще в современном мире вот этот вот странный древний инструмент? Зачем, когда у меня есть там всякие линеры, фломастеры, ручки? Вот зачем это все? Затем, что вот такой инструмент дает такой сам просто материал, дает чудовищный уровень экспрессии и художественной ценности, которые вот эти вот штуки не дают. Для того, чтобы рисовать очень круто вот этими штуками, ты должен реально очень круто рисовать. Потому что вот эта штука не сильно помогает тебе в выражении художественной экспрессии. Что такое экспрессия? Художественная, вот все вот эти вот штуки, странные слова, это то, когда человек смотрит и говорит: вау, вау, что такое? Как это возможно? А человек скажет это, опираясь на свой культурный бэкграунд, на свою насмотренность. А у нас насмотренность — это все-таки традиционная культура. Это то, что касается огромного количества различных людей. Люди воспитываются на традиционной культуре, художественной, архитектурной, просто живя, например, в городе. Потому что мы не можем приехать в какой-то город и пойти наслаждаться туристическим современным центром. Но это странно. Люди идут в исторический центр. Люди, которые приезжают в Петербург, они не идут смотреть новостройки. Они могут съездить, посмотреть Лахта-центр, это Кукурузину, короче. Но как бы это вот такое все. Люди идут в Петербург, например, для того, чтобы посмотреть то, что построили старинные архитекторы. Это исторический центр. Люди приходят туда, отдыхают. Те, кто живет в Петербурге, они ходят отдыхать в исторический центр, потому что это дает силу. Новостройки не дают силу. И вот это вот традиционное искусство, вшитое в историю архитектуры, оно дает внутри головы воспитание. И человек, опознавая в твоей работе элементы вот этой вот культуры, говорит: вау. Потому что
есть такое ощущение, что двигаться в эту историю — это долгая, тяжелая, большая. И это на самом деле так. Долгая, тяжелая, большая история. Но если мы пробуем найти, может быть, короткие пути вхождения туда, и делать не ту великую большую картину, которую делали старинные чуваки, а фрагментарно свою картину мира моментами, элементами, например, материалами приближаем к тому, что могли делать они, то мы себе берем частичку вот это вот вау. Это называется культурный контекст. Если мы работаем в культурном контексте, то обалденно. Мы стоим на твердом камне, не на песке. И вот это вот круто. Такие штучки помогают делать эту всю историю. Это, например, сангина. Это, например, соус. Вот такие аккуратные, симпатичные мелки. Но это не мелки в привычном понимании. Это мелки, которые могут давать вот такой характер рисунка. Вот такой прям удивительный, легкий, интенсивный и прям во многом великолепный. Вот эта работа, она нарисована углем. Вот этот уголь. Посмотрим его вблизи. Вот такие мелки. Сколько стоит эта радость? А вот столько. Что я делаю? Я беру этот мелок. Он немножко пачкается, как и все натуральные истории. И начинаю делать простые штрихи. Начинаю делать свой скетчинг. И чуть растираю руками. Сразу же появляется объем. Вот только что здесь не было такого разветвления этой ветки, а бамс, оно появилось. Вот оно. Чуть поинтенсивнее сделал. Пальцем развел, и появился объем. Ровно так же появляются все вот эти вот моменты, которые я показываю. Этого моего видео на сегодня две задачи. Одна задача призывать вас попробовать вот это вот сочетание. Это сочетание мягкого материала и большого формата. Пока я не перешел с мягким материалом на большой формат, я вообще не понимал то, что вот это вот может складываться. Я думал, это большая длинная история, это не для меня. Я не должен этого делать, потому что у меня очень мало времени. А оказалось, что я большой формат могу заполнить за очень маленькое время. Для меня это было открытием. Я очень удивился. И на большом формате совершенно по-другому работает рука. Если посмотрим вот на ту штуку, которую я рисовал на стриме в ТикТоке, я рисовал ее не кистью, в смысле вот так, не кистью руки, не вырисовывал, а рисовал ее движением, всем движением руки. И оказалось, что моя рука неплохой циркуль, который делает такие лекала, хотя я этого раньше не тренировал в себе. Понимаете, это другая механика подхода к построению изображения. Я вот сейчас пытаюсь это анализировать и очень-очень-очень сильно удивлен. То, что такие штуки, которые я не тренировал специально, ну, если бы я тренировал, то можно было понять, откуда это взялось. А они при переходе на большой формат оказалось как будто бы естественны для руки. Поэтому я призываю вас попробовать взять мягкий материал, взять большой формат. Это 2А3, это А2. Не жалеть, ну что там жалеть, вот такой вот формат стоит 50 рублей. Вот такая вот штука, такая большая бумажка. И попробовать на нем. Попробовать на нем, вот, например, начиная с орнаментальной истории. Берете в интернете, смотрите классические орнаменты барочные, выбираете какой-нибудь попроще, там, барокко, рококо, и пробуете его скопировать. Вот, и что получится. И делаете такой штрих, потом размазываете это все пальцем, как у меня в видео. Я уже, по-моему, в некоторых местах показывал, каким образом это делается. И подробно рассказывал это на своем платном сервисе Boosty, ссылка внизу в описании. Вот, и пробуйте. И, может быть, окажется, что как у меня было озарение. Я думал, что я не могу так рисовать. Я думал, что это вообще не мое, что мне до такого расти и расти, до вот этого стиля графики. А оказалось, нет, можно прийти туда очень быстро. Вот поэтому я призываю вас попробовать, попрактиковать. Даже если вы больше любите там перьевую графику, может быть, у вас произойдет переключение вот такое, что бамс-бамс, я могу получать огромный лист вот так вот на изи просто. Это интересно. И второй момент, который я хотел бы упомянуть, это то, что с моей точки зрения, в моей картине мира
изучать всю вот эту большую историю, лучше опираясь на классическую картину мира. То есть брать классические орнаменты, не какие-нибудь модерновые, не какой-нибудь трэш, там, на нем учиться. Это может быть интересно там, в определенном моменте жизни. А если брать всю жизнь в большом разрезе, то, скорее всего, вы придете к классике. Ну, как люди взрослее приходят к классике. И почему бы не идти в эту историю прямо сейчас? Прямо сейчас ничего не откладывая. Это вот второй момент. То есть это ставит вам хороший вкус и намного большее количество... Вы уходите от идеи маргинальности в своем искусстве, а приходите в идею касания вашим творчеством очень больших структур, которые формировали и архитекторы классические, и литераторы, и музыканты. Это все история, большая история классики. И эта история, она стоит на твердом камне, на крутом камне, стоит не на песке. Поэтому вот, призываю вас попрактиковать эту историю. Меня зовут Эдуард Кичигин, смотрите внизу в описании к видео много плейлистов. Как рисовать пером и тушью, как рисовать в путешествиях, скетчинг, ландшафтный скетчинг, архитектурный скетчинг. Если хотите крутые мои уроки, то есть платный сервис. Вот там самый эксклюзив я даю, прям четенько, подробно рассказываю про то, как прийти в тот тип графики, про который я говорю. И такие много нужной информации, если вы находитесь в ландшафтном проектировании. То, как я, например, рассказываю студентам или показываю, или то, как я даю мою информацию на моих платных курсах, семинарах. В общем, вот. Всем чао-чао, меня зовут Эдуард Кичигин. Пока. Хорошей практики.